Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами в Страсбурге, в городе, который находится на границе Франции с Германией. Еще этот город называют столицей Рождества. Вы спросите, почему? Да потому что уже более 400 лет здесь есть очень красивая традиция празднования Рождества. И в это время город буквально превращается в сказку. В этом видео мы, конечно же, погуляем по рождественскому городу и буквально окунемся в эту сказочную атмосферу. Мы поговорим об истории, потому что здесь она очень интересная и переменчивая. И, конечно же, попробуем традиционные блюда именно с этого региона. Какое? Смотрите в этом видео. Оставайтесь до конца, подписывайтесь. Погнали смотреть! Начнем мы с местоположения города и как туда добраться. Страсбург является столицей региона Эльзас и находится в восточной части Франции, на границе с Германией. До вокзала немецкого приграничного города Кель только 20 минут езды на трамвае из центра города. Из Германии можно добраться разными способами. Я воспользовался немецким билетом за 49 евро, по которому можно без ограничения целый месяц ездить по всей Германии. Доехал до приграничного города Кель, а дальше на трамвае. Пожалуй, это самый дешевый способ. Купить билет на трамвай можно на каждой остановке, и потом не забудьте валидировать билет, приложив его к этой стойке, чтобы не было проблем с контролем. Также вы можете воспользоваться автобусом, это будет немного дороже, или воспользоваться попуткой BlaBlaCar, если будут подходящие варианты. Остановка автобуса находится примерно в 10 минутах пешком от центра города, так что это тоже достаточно удобно. Ну и, конечно, вы можете доехать до главного вокзала Страсбурга, который находится недалеко от центра. Вам понадобится 15 или 20 минут пешком, чтобы дойти до главного собора города. Выйдя из железнодорожного вокзала, вы окажетесь здесь на громадной привокзальной площади. И со стороны сможете увидеть этот чудо-вокзал, который, собственно, на вокзал не похож, потому что со стороны он имеет форму такого футбольного стадиона. Передвигаясь по улицам старого города, замечаешь, что там очень много трамваев, которые перевозят достаточно много людей. Потому что мы знаем, что во многих городах мира по экологическим причинам движение машин по центру города жестко ограничено. 8 линий трамвая очень хорошо соединяют разные части Страсбурга. На нем вы даже можете прокатиться до Германии. Также важным транспортом жителей Страсбурга являются велосипеды, что не только хорошо для здоровья и экологично, но также и экономично. Ведь только одна поездка по городу на трамвае стоит 2 евро 10 центов. Что, кстати, на 30 евроцентов дороже, чем год назад. Ну а мы начинаем знакомиться с достопримечательностями города. На площади Гутенберга находится памятник немецкому первопечатнику, первому типографу Европы Иоганну Гутенбергу. Именно он напечатал первую книгу в Германии. Здесь же в Страсбурге он прожил несколько лет. В 1455 году Гутенберг изготовил первую полноценную печатную книгу, которая известна теперь как Библия Гутенберга. Эта книга была первым произведением печатного дела. Бронзовая статуя Гутенберга держит в руках страницу священного писания, на которой можно прочитать строчку «И стал свет» по-французски. Гранд-Иль или Большой остров – это исторический центр города Страсбурга, окружен с одной стороны основным каналом реки Иль, а с другой стороны еще одним каналом. В центре острова находится площадь Клибер, центральная площадь города. Южнее расположен Страсбургский собор. Это четвертая по высоте церковь в мире, богато украшенный образец готической архитектуры 15 века.
В западной части острова находится квартал Маленькая Франция, бывший дом городских кожевников, мельников и рыбаков, а теперь и одна из главных туристических достопримечательностей Страсбурга. В 1988 году Страсбург стал первым городом, весь центр которого был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как вы видите, в исторической части много фахверковых домов. Более-менее все они похожи друг на друга, но на истории одного дома, стоящего рядом с кафедральным собором, хочется остановиться поподробнее. Это дом Коммерцеля. Здание принадлежит к самым красивым фахверковым домам поздней немецкой готики и сравнимо разве что с соляным домом Зальцхаус во Франкфурте на Майне, сейчас там находится мэрия, или с домом мясников Кнохенхауэр Амцхаус в Хильдесхайме, но сохранившие в отличие от них оригинальное состояние. Фасад здания украшен 75 окнами с резными обрамлениями, на которых изображены библейские и мифические персонажи, а также знаки зодиака, 5 чувств и известные музыканты. На угловой опоре вырезаны 3 высокие женские фигуры, воплощающие христианские добродетели. На первом этаже изображена любовь с 2 детьми и пеликаном, на 3-м и 4-м этажах Надежда с птицей Феникс и Вера с грифоном. В настоящее время в этом здании, получившем статус памятника архитектуры и перешедшем в 1879 году в собственность города, открыт ресторан Maison Коммерцель. А если вы будете находиться около кафедрального собора и решите потом пойти в сторону Маленькой Франции, попробуйте пройтись не через город, через узкие городские улочки, а по вот этой узкой маленькой набережной. Здесь хоть немного места, но набережная очень приятная. И вот все дома, которые стоят вдоль реки, которая называется Лиль, они тоже такие, похожи на кукольные, такие очень красивые, очень красочные. Это, считаю, одно из уникальных мест в городе. И здесь, в принципе, не так много народу, что дает какое-то такое спокойствие и приятное времяпровождение. Ну а мы перемещаемся, пожалуй, в самый красивый квартал Страсбурга. Это Маленькая Франция. Квартал старинной застройки с узкими мощеными улочками и домиками, как из сказок Андерсена. Французский шарм, немецкая фахверковая архитектура, помноженная на голландское спокойствие и попросту старинные дома, древние шлюзы и каналы, башни и башенки. Все это характеризует этот маленький райончик. А среди этих музейных экспонатов живут обычные люди, которые с пониманием относятся к туристам, заглядывающим в окна бесконечное количество раз, фотографирующим их дома и их самих, как точно такую же реликвию, как и, собственно, Маленькая Франция. Это просто отличное место для прогулки. Здесь просто вау! Друзья, сейчас мы находимся, наверное, в еще более уникальном месте, которое называется Крытые мосты. Это уникальная достопримечательность Страсбурга. Всего мостов было 4. Один вел непосредственно в район Маленькая Франция через реку Иль, 3 других к районам старинных мельниц. Кроме мостов, здесь есть также 4 башни. Мосты, возведенные в 13 веке, и башни выполняли защитную функцию. Это был своего рода такой форт. И это было так вплоть до создания дамбы Вабана. Самое интересное состоит в том, что крытые мосты на самом деле уже не крытые. Их кровля была разобрана в 18 веке. Она была сделана из дерева. А в конце 19 века мосты перестали быть деревянными. Их перестроили в камне.
А вот изначально каменные башни, которые мы сейчас видим, они тоже были каменными, и в их внешнем виде ничего не изменилось. Это место в Страсбурге является, вероятно, наиболее живописным и интересным для туристов. Лучший вид на мосты и на башни, и на маленькую Францию вы сможете увидеть с вершины плотины Вабана. Вход туда свободный. И работает она только до 16 часов каждый день. Интересно, что в 2 шагах на берегу реки Иль рядом с плотиной находится суперэлитная высшая административная школа, переведенная не так давно из Парижа, которую заканчивали многие ведущие французские политики. Друзья, а сейчас самое время поговорить об истории города. Мы с вами находимся на большой площади Республики, которая находится в восточной части города, в той части, которая ближе к немецкой границе, к городу Кель, в который я и прибыл. И не случайно мы оказались именно на этой площади, потому что именно с ней связана история Страсбурга. По истории мы знаем, что Страсбург переходил несколько раз с одной стороны в другую, то есть от Франции к Германии, Германии и Франции. Вообще история города берет свое начало с 3 века до нашей эры. Это было изначально немецкое поселение. Пропуская всю вот эту длинную историю, сразу переходим к 30-летней войне. И вот именно по результатам этой войны город стал принадлежать Франции. Далее, в 1870 году Страсбург перешел на сторону Германии. И медленно стало происходить огерманивание всей вот этой территории. И вот этот район, где мы сейчас находимся, он как раз был выстроен немцами в этот период. Была основана вот эта площадь. И здесь мы видим такую монументальную, тяжелую архитектуру немецкого неоклассицизма. И это отличается с центром города, потому что в центре города мы тоже видели вот эти старые фахверковые дома, немецкие, но они имеют, так сказать, другую историю, да? Они как бы до этого, они более раннего периода. Таким образом, Германия владела этим городом до 1914 года. Но потом, по результатам Первой мировой войны, Страсбург снова отошел Франции. И Франция стала здесь наводить свои порядки. Далее настала Вторая мировая война. И именно в процессе Второй мировой войны на какое-то короткое время Страсбург был занят Германией, был под властью Германии. Но по результатам, опять же, Второй мировой войны Страсбург перешел во Францию. И с тех пор Страсбург французский, вот с таким немецким акцентом, потому что везде, где бы мы в городе не находились, мы видим вот эту немецкую архитектуру. Если вот здесь в восточной части города, вот в этом немецком квартале, который называется Нойхайм, мы видим монументальные немецкие тяжелые такие строения немецкого неоклассицизма, то в старой части города мы видим старые немецкие фахверковые дома, то есть из другого времени. Соответственно, здесь язык, на котором говорят, это не только французский, может быть, даже преобладающим языком является немецкий язык. Поэтому немецкое влияние, оно здесь очень велико. И мы видим это не только в архитектуре, в языке, но и также в еде. Нужно сказать, что вот этот регион, который, кстати, называется Эльзас-Лотрингия, это не единственный приграничный с Германией регион, который по своей истории несколько раз переходил туда-сюда. Мне сразу вспомнился Саарланд. Я, кстати, учился в Саарланде, в Саарбрюкене, в столице этой земли, которая по ходу истории сначала была французской, потом немецкой, потом снова французской. И в итоге в 1955 году там было решено провести референдум, и по результатам этого референдума люди высказали желание остаться в Германии. Для Германии, конечно, это был большой плюс, потому что в этом регионе большие залежи бурого и черного угля. Также там производили очень много металла, металлолитейные предприятия. Это помогало ставить промышленность на хороший уровень и, соответственно, помогало тоже вооружать армию Германии, что было очень необходимо в те времена.
Другое очень символичное место в городе – это мост Европы, который соединяет две страны, и между ними протекает река Рейн. Мы с вами сейчас находимся на мосту Европы, который соединяет две страны, Германию и Францию, и был возведен как символ примирения двух стран после Второй мировой войны. Здесь нет никакой таможни, здесь никто не проверяет документы. Здесь можно просто пройти пешком с одной стороны на другую. Вот я сейчас нахожусь на немецкой стороне, и позади меня находится железнодорожный вокзал города Кель, к которому я и приехал. И сейчас пойду в сторону Франции, в сторону Страсбурга. С точки зрения архитектуры мост не представляет из себя ничего особенного. Просто простой современный мост. И окружающая территория — это тоже скорее промышленная территория. Тоже совершенно ничего особенного. Но мост имеет такой символизм объединения двух стран. Здесь протекает река Рейн, и ровно посередине реки проходит граница между странами. И вот, судя по всему, здесь середина моста. Пока я еще на территории Германии. Сейчас мы с вами окажемся на территории Франции. Опаля! И вот я уже во Франции. Сейчас мы с вами окажемся на главной площади города. Это площадь Клибер. Это большая и оживленная площадь, расположенная в самом центре города. Названа она в честь уроженца Страсбурга, участника наполеоновских войн французского генерала Клибера, памятник которому можно увидеть здесь же, в центре площади. Когда-то это место называлось площадью францисканцев. Позже, в XVIII веке, именовалось площадью военных парадов, потому как использовалась в качестве военного плаца. Нужно отметить, что архитектурный ансамбль площади Клибер весьма приятен глазу. Самым знаменитым зданием здесь является длинное здание бывшей гауптвахты в стиле неоклассицизма и занимающее практически всю северную сторону площади. После присоединения Страсбурга к Германии в 1870 году зданию нашли вполне достойное применение. В нем разместили музыкальную консерваторию, а сейчас ее переоборудовали в большой торгово-развлекательный центр. Нормальная такая трансформация. В центре площади стоит главный символ Рождества – очень большая и пушистая рождественская елка. Такой пушистой ее сделали за счет того, что к стволу привязали много дополнительных веток, тем самым увеличив их плотность. Вокруг елки очень много инсталляций и декораций, где дети могут играть и получать огромное удовольствие. Перед тем, как окунуться в атмосферу рождественского рынка, пока не забыл, назову еще одно интересное место в городе. В Страсбурге находится Европейский парламент, в котором проходят заседания парламентариев. Интересно то, что парламент можно посетить любому человеку. Европейский парламент открыт к посещению 6 дней в неделю, и это бесплатно. Наиболее интересно посещение во время пленарного заседания, где вы можете посмотреть и послушать одну из 12 сессий. Расписание сессий под видео. Кафедральный собор Нотр-Дам – это, пожалуй, главная достопримечательность города Страсбург, который построен в готическом стиле и не был видоизменен с момента его постройки с 15 века. То есть так он выглядел в 15 веке, каким мы его видим именно сейчас. Когда заходишь на прилегающую улицу и впервые видишь этот собор, проглядывающийся между домами, дух захватывает. Ты просто не можешь сразу осознать громадный размер этого строения.
как вы уже поняли, мы приближаемся к теме рождественского рынка. Новый год в Страсбурге отмечают масштабно и самозабвенно с 1570 года, когда здесь открылась первая ярмарка в честь Рождества, названная именем святого Николая, будущего Санта-Клауса. Все новогодние подарки преподносились детям от его имени. Но из-за реформации почитание святых стало непопулярным, и новогодним дарителем стал младенец Иисус. Главный рождественский страсбургский рынок начал носить его имя – Christkindlesmarkt, буквально «рынок младенца Христа». Ежегодно 2 миллиона гостей приезжают, чтобы встретить Новый год в Страсбурге. В ярмарку превращается весь Страсбург. Более 300 деревянных шале расставлены на всех площадях и торгуют рождественскими украшениями, вкусностями и подарками. Чтобы понять размах рынка, посмотрите на эти кадры. Целые улицы, по которым ходит очень много гостей, заняты вот этим рождественским рынком. А про запахи кулинарных шале и там, где продают горячее вино глинтвейн и пончики с сахарной пудрой, я вообще молчу. Запахи специй и вина буквально преследуют тебя, куда бы ты ни пошел, и принуждают попробовать эту вкуснятину, от которой также становится теплее. Особую милоту вызывают фасады, украшенные мягкими игрушками и многими разными украшениями. Играет музыка, улыбаются люди, запахи дурманят голову и украшения. Все это создает незабываемую атмосферу столицы Рождества. Ну что ж, друзья, настало время прощаться. Один день, проведенный в этом городе, оставит очень хорошие воспоминания и надолго. Но хочется сказать, что это не мое первое посещение этого города, потому что когда я учился в Саарбрюкене, это земля Заарланд в Германии, и она находится здесь не очень далеко, мы были здесь достаточно часто в рамках студенческих программ, и поэтому город для меня был уже достаточно знаком. Но мне очень хотелось показать его вам, особенно в это прекрасное время, во время Рождества. И несмотря на то, что я был здесь уже достаточно много раз, все равно это было потрясающе, когда я гулял по этим улицам и видел вот эти украшенные дома, вот эти висящие мишки на фасадах или какие-то другие мягкие игрушки. Это вызывает потрясающее, теплое, такое чувство уюта. И я надеюсь, что, смотря это видео, вы тоже немножечко согрелись, видя эту всю прекрасную атмосферу, эти прекрасные блюда, эти прекрасные рынки и ту еду, которую там продают, и это горячее вино, которое просто потрясающе пахнет, и мимо которого просто невозможно пройти. Если будете в Германии или во Франции, обязательно запланируйте время для посещения Страсбурга, даже если это будет не рождественское время, потому что летом здесь тоже очень красиво, но нужно сказать, достаточно жарко. В июле или в августе очень жарко, в июне, в мае или в сентябре очень хорошо. Так что планируйте, реализуйте свои планы. Если вам нужна будет помощь, обращайтесь ко мне, я вам помогу с какими-то рекомендациями или советами. Ну, сейчас, конечно, самое время напомнить вам о том, что если вы еще не подписались на этот канал, вы можете это сделать прямо сейчас, тем самым вы поддержите мою деятельность. Еще было бы хорошо, если вы поставили на колокольчик, и тем самым вы будете получать уведомления о новых видео. Ну, а я прощаюсь с вами, до новой встречи,
Пока-пока. Друзья, я снова здесь. Есть еще некоторые моменты, о которых хотелось бы рассказать. Если вы впервые в Страсбурге, возможно, вас удивит, что во всех торговых точках центральных и исторических районов города продаются сувениры и игрушки в виде аистов. На самом деле ничего странного тут нет. Аист издавна считается символом Эльзаса. Страсбургцы верят, что эта птица приносит удачу и счастье. Кроме того, каждый знает, что аисты символизируют новую жизнь и приход весны, чистоту и целомудрие. Я вам также от чистого сердца желаю счастья и радости в новом году. И самое последнее. Фламкухен – это эльзасская пицца, приготовленная на очень тонком тесте, а сверху разнообразие на ваш вкус. Мясо, рыба, овощи, салаты. Очень много сладких видов с разными джемами, шоколадом и бананами. Ресторан Фламс я знаю еще со времен учебы. Мы туда ходили, потому что там за 15-20 евро можно есть фламкухены без ограничения, пока не лопнешь. Да и чертовски вкусные они там. Рецепт и адрес ресторана в описании к видео. А сейчас окончательное пока-пока.